Приветствую, друзья! Продолжаю сборку легкого танка Т-50 издательства «Картонная фабрика». В прошлой серии установил люки, а на сегодня намечена сборка разных мелких элементов на корпусе танка. Перед началом попрошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк к этому видео и, конечно же, написать какой-нибудь добрый, хороший комментарий. А мы начинаем. Приятного вам просмотра! Решил начать со сборки шансового инструмента. Это у нас кувалда, топор и лопата. Ну и, собственно, начинаем вырезку развертки кувалды. Долой клапана, для склейки они мне не нужны, так как я привык клеить подобные детали в стык. С обратной стороны развертки я провел неострым ножом по линиям сгиба. Делается это до удаления клапанов, так будет более проще провести ножом ровно по линиям сгиба. Перед сборкой не забываем подкрасить торцы. Это придает как минимум плюс 8 к красоте модели. Меня часто спрашивают, какой клей я использую. Я уже давно использую клей ПВА Столяр для склейки деталей в стык. Раньше, конечно, пользовался суперклеем, но в последнее время от него практически я отказался, а использую его только для пропитки стыков. Рукоятка кувалды дана такой детали. Сначала я хотел, конечно же, сделать ее из зубочистки, но потом решил все-таки использовать журнальный вариант. Бумага достаточно плотная и ее будет проблематично свернуть в тонкую трубку, поэтому решил расщепить бумагу, так она станет тоньше и будет проще ее свернуть. Сначала прокатываю обычной вязальной спицей. Именно прокатываю по бумаге, а не просто вожу спицей вверх и вниз. Затем беру огрызок проволоки. Он значительно меньше по диаметру, чем сама спица. Также проволока немного кривая, поэтому вот таким способом пытаюсь ее выровнять. После чего будущую рукоятку наматываю на проволоку плотным рулоном. Остается зафиксировать клеем и приклеить рукоятку к кувалде. Топорище также решил склеить из бумаги. Развертку необходимо согнуть пополам, а также не забыть вклеить картон толщиной полмиллиметра. Голова топора вырезается из такой развертки и просто наклеивается вокруг топорища. Для подкраски торцов у топорища замешиваю сразу три цвета. Это серый, белый и акрил древесного цвета. Цвета и пропорции замешиваю на глаз. Не стоит забывать, что акрил немного темнеет после высыхания, поэтому цвет краски должен быть на 2-3 тона светлее, чем деталь. Добавлю еще белого и будет в самый раз. Голову топора сгибаю пополам и размещаю в нем топорище. Далее пинцетом я стараюсь сформировать красивую проушину. Остается еще немного топор заточить, но я, наверное, оставлю все как есть. Детали лопаты я потерял, поэтому пока что перехожу к сборке стоп-сигнала. Располагается он в корме танка. От него еще выходит провод, который уходит в корпус танка. Сборка простая, а детали слишком мелкие, поэтому на видео будет непонятно, что я там делаю. Детали стойки и корпуса сворачиваются в цилиндр. Корпус с одной стороны закрыт простой заглушкой, а с другой стороны располагается красный сигнал. Корпус сигнала легко уместился на кончике зубочистки. По шаблону из проволоки сгибаю проводку. Один край будет подключен к стоп-сигналу, а другой уходит в корпус танка. Далее собираю платформу под домкрат. Основание клеим на картон толщиной полмиллиметра. На основании устанавливается кронштейн. У него есть выемка под размещение домкрата. Вокруг основания клеится полоска, но я, скорее всего, просто подкрашу торец основания в серый цвет. А теперь перехожу, собственно, к сборке самого домкрата. Первым делом клею кольца. Для этого намотал их на вот такие оправки и оставляю сохнуть в таком виде. Конусную часть скругляю в несколько этапов. Сначала стержнем большего диаметра, а затем более тонким. Это позволяет уменьшить количество заломов, а то и вовсе избавиться от них. В завершение решил еще скруглить вязальной спицей. Дополнительно еще более сильно скругляю стыки.
Стыковать две части буду прямо на оправке. Это позволит избежать перекосов и щелей между деталями. Затем клею остальные детали будущего домкрата. Собираю подставку и размещаю на нем домкрат. На корпусе танка домкрат фиксируется при помощи такой стяжки, но этим займусь уже в следующем видео. А пока я перехожу к сборке корпуса звукового сигнала. Располагается он, конечно же, в носовой части танка. Сам элемент собирается из 4 деталей. Это, собственно, корпус, полусфера, под ним круглое основание. Под этим основанием размещается опора, ну и, собственно, сам рупор. Корпус скругляю при помощи доцев, а затем уже каждый лепесток буду клеить по отдельности. Готовый стоп-сигнал покажу в конце видео. Далее перехожу к сборке фар. Немного облегчил себе сборку, купив допы. Внутри корпуса располагаются две лампы. Вот тут я накосячил и удалил имитацию болтов на корпусе фары, и делать этого было не нужно. Также в комплекте был цветорассеиватель. Размещать его надо как на этом рисунке. Надо будет его еще немного уменьшить по диаметру, чтобы рассеиватель был на одном уровне с корпусом. Внутри корпус я покрасил в серебряный цвет. Лампам тоже досталось. Снаружи крашу в защитный зеленый цвет. Сразу решил покрасить и решетки радиаторов. Также методом сухой кисти немного добавляю серого. Желтым акрилом крашу сами лампы, примерка цветорассеивателя перед склейкой, ну и готовая фара. Далее я перехожу к сборке буксировочных петель. Кронштейны собрал давно и уже не помню, в каком из видео показывал их сборку. С изготовлением буксировочных колец из проволоки я решил не заморачиваться и также приобрел готовый набор. Пальцы я уже отделил, а вот сами кольца еще находятся на поддержках. К сожалению, пальцы не проходят в отверстие, поэтому будем их рассверливать. Диаметр пальца 0,9 мм. И поэтому сначала рассверлил сверлом диаметром 0,7 мм. Постепенно увеличивая диаметр сверл, рассверлил отверстие так, чтобы палец свободно влезал, но не выпадал из него. Сверло диаметр 0,9 было последним. И последнее на сегодня — это частичная сборка надгусеничных полок. Почему частичная? Да потому что если я сразу их наклею, то потом будет проблематично установить гусеничную ленту. Сама полка состоит из двух частей. На видимой части есть обозначение, куда будет клеиться корпус танка. Также присутствуют места, куда будем в будущем клеить кронштейны. У меня в руке два вида кронштейнов, и по-моему где-то в емкости лежит еще и третий вид. А да, вот он тут. Вот такой он небольшой кронштейн. Его нужно будет согнуть пополам, и возможно я просто его разрежу и склею. По склейке полок все просто. Берем две части и клеим их друг с другом. Естественно, сначала надо будет их вырезать. С лицевой стороны этот элемент я загну в таком виде, как есть, а вот с обратной стороны эту часть я отрежу и наклею ее отдельно. И последнее из деталей полок — это длинное тонкое ребро жесткости. С двух сторон полок делаю небольшие закругления. Как говорил ранее, с внутренней стороны я срезал эти части. С видимой стороны я их загнул. Осталось немного скруглить полку с одного края и проверяю, как стыкуются детали. Теперь остается склеить две половинки полки. Клеить буду на клей момент кристалл. Полки склеены, правая левая, левая правая, кому как нравится. Решил примерить полки на корпусе танка. Танк у меня немного пострадал после установки люков. Катки полностью отлетели с одной стороны. Совмещаем очертания корпуса на полке с самим корпусом танка, а также места установки кронштейнов. Сейчас покажу полку со всех ракурсов.
Тут на видео как будто бы белая полоса на сгибе, но на самом деле это имитация потертости, и она так отсвечивает на свету. В следующем видео я расскажу, как собирал гусеничную ленту, как красил снаряды и установлю все, что сегодня собрал на корпус танка. Поэтому, чтобы не пропустить это видео, подписывайтесь на мои каналы на YouTube, Рутубе, ВК и Telegram. Все ссылочки в описании под этим видео. А если вам понравилось видео, то не забудьте оценить его с сочнейшим лайком. Пишите комментарии, как вам сборка. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.